Друзья, всем привет! У нас с вами вебинар «Вопрос-ответ». Напишите в чате «Видно, слышно». Если все ок, сразу же, не без лишних замедлений, будем приступать. Так, тем временем я открываю ваши вопросы на телефоне. И, как всегда, работаем в стандартном формате. Сначала, так, вижу ок, значит, меня видно, и можно смело начинать. Так, нахожу вопросы ваши. Так, напоминаю, друзья, в первую очередь отвечаю на вопросы тут, во вторую очередь уже на вопросы из вот этого чата. Итак, поехали. Мгм. Э, Появилась ли в PMAX возможность, так, это у нас Светлана, появилась ли в PMAX возможность редактировать демографию? Надо исключить показ рекламы людям старше 65, по каким критериям на данный момент? Ну, когда вы создаете компанию PMAX, вы добавляете сигнал аудитории, в котором в том числе можно изменить демографию. А, Поэтому просто добавьте нужный сигнал аудитории. Вообще, друзья, такие вопросы, вот 2 дня человек ждал, чтобы найти ответ, на вопрос, который, в принципе, там за 3 клика мышкой. Создать тестовую компанию, добавить аудиторию, видно все. Да, можно. Дальше, следующий вопрос. Так, ситуація. Налаштували пошукову рекламу IT-послуг на B2B, на вузькі лендінги, на підвищені бюджети. Макс конверсії, без цільової CPA. Побачив декілька проблем. Частка показів 60%. Бюджет достатньо. Google підвищував ставки на 10-20% ніж середнього. Клік доходив до 2000 гривень. Днями сильно перевищував бюджет. 5 конверсій за 4 тижні. Я перевів на ручні. Отримав 10 конверсій. Але витрачено бюджету на 40% менше. Частка показів виросла. Але з'явилися боти. Почав боротися самостійно. Перевів окремо тут на цілу консультацію питань. Та звозив. Так, перевів окремі групи та звузив аудиторії. Частка ботів залишилася. Мене результат влаштовує по конверсіям, але хотів би збільшити результат. Та оптимізувати рекламу, бо все одно CPA не влаштовує. 2500 гривень. Як краще зробити та оптимізувати рекламу? Дивіться, перехід на автостратегії має сенс, коли у вас є потік коли у вас є потік конверсій, коли у вас мова йде про десятки, а краще сотні конверсій. Якщо у вас мова йде про там за 3 тижні 10 конверсій, я б не переходив, це досить мала кількість. На ручних склікування, на будь-яких насправді склікувань, не тільки на ручних. Тут справа більше в тому, як ви захищаєте свої форми, тому що на автостратегіях якщо ваші форми заповнюються тільки реальними юзерами або є хоча б якась фільтрація, то Google буде шукати більше реальних юзерів. От тут може бути вигода автостратегії. Я би в вашому випадку на ручних ставках доводив кількість і ціну конверсії до рівня, який вас влаштовує, а потім накоплював би мінус слова, ключові інсайти, а потім би, коли вже мова пройшла би про десятки конверсій, ну хоча б на тиждень, а краще на день, тоді вже змінювати на автостратегію. Так, следующий вопрос. Николай, как выжить интернет-магазину в условиях маркетплейсов и когда бренды имеют свои личные сайты?
делают выгодные условия доставки и скидок, и они больше могут предоставить, чем дилер. Пока, пока что они поставляют товары открытых сотрудничеству. Но замечаю, что они делают подножку в сотрудничестве и, и позже просто переиграют. Да и покупателю выгоднее покупать по разным соображениям на официальном сайте, чем на каком-то другом. Есть идеи в данной ситуации. Ведь хочется не сдаваться. Извините. Смотрите. а, Касательно официального сайта и маркетплейсов. Вообще не... Вот я вам пример из своей жизни приведу, с которым я сталкивался буквально вчера. А, Вот есть Amazon в Великобритании. Прекрасно работающий маркетплейс. Доставка можно заказать утром, и уже сегодня будет у тебя дома доставка. Необходимость регулярно заказывать витамины. С Амазоном есть нюанс в том, что поставщики постоянно разные. А, Даже если ну, а надо, чтобы они приходили там каждые, например, 50 дней, потому что пачки 50 витаминов. Поставщики разные, цены прыгают. Ну, если вы не знали, в Амазоне там за карточкой товара скрываются разные продавцы, которые продают. Ну вот, поэтому настроить можно только на кратное количество месяцев, там месяц, два, три, неудобно. Есть, хорошо, идем на официальный сайт, например, Solgar, компании-производителя витаминов. На официальном сайте компании Solgar, во-первых, цены, выше на хороший порядок. Во-вторых, там настолько все криво, косо сделано, там что-то доставка 4 дня, все медленно, подписки вообще нету, чтобы повторялись. Ну, прям дико неудобно. Соответственно, не подходит. Находим третий сайт, не Marketplace, не сайт Солгара, а сайт, на котором есть все витамины, все БАДы. Для каждого ты можешь настроить удобную подписку. Например, эти мне присылайте каждые 50 дней, эти каждые 25 дней, потому что там 50 пачка и по 2 за раз, за день. Эти присылайте раз в 90 дней, ты все настроил, тебе автоматом приходят посылочки в нужное тебе время, а ты ничего не прекращаешь принимать. Великолепно. То есть они смогли найти ту нишу, где ни маркетплейсы не могут в нее втиснуться из-за своей универсальности, они не могут прямо вот такие индивидуальные вещи делать. А, а производитель, мировой производитель Solgar, просто забил на удобство на своем сайте. Они нашли эту нишу, влезли, прекрасно себя чувствуют. То есть задача в такой игре – это находить слабости у маркетплейсов и у производителей, занимать нишу этих слабостей. Конечно, если вы просто делаете интернет-магазин, который тупо перекупает товары у производителей, просто их один в один, вот как есть, вот на, покупай, и продает на своем сайте, ну, то, наверное, конкурировать будет очень сложно. Но если вы можете добавить какую-то дополнительную выгоду, дополнительную, еще какие-то услугу дополнительную, например, производители там просто, не знаю, продают стиральные машины, а вы предлагаете с установкой и после гарантийного обслуживания. Или, например, производители просто продают офисную домашнюю мебель, а вы предлагаете сборку и модификацию на месте или модификацию там заранее. Производитель, например, продает просто какую-то одежду, вы предлагаете кастомизацию этой одежды. То есть задача, если вы на долгую хотите выживать вот в описываемой вами ситуации, когда с одной стороны вас давят маркетплейсы, а с другой стороны вас давит производитель, задача находить те микрониши, те нюансы, в которых маркетплейс не может выиграть и производитель не может выиграть, а вы можете из-за своей универсальности, из-за своей гибкости, из-за своего знания рынка. Ну вот примерно вот так. Так, идем дальше. Следующий вопрос. Здравствуйте. Вопрос по Google Shopping. У меня фит товаров автоматически забивается в Merchant Center через конструктор Shopify. Картинка у меня там с логотипом. В общем, не сильно подходит для фида. Не сильно. Соответственно, Google заблочил товары. Если все-таки нет, можно ли воспользоваться Product Studio? Если же в ручном фиде убирать фон. В последнем случае непосредственно на сайте его убирать. Значит, смотрите. Это у нас Ярослав. Ярослав, ваша задача найти такой плагин на Shopify, который позволяет модифицировать вручную, делать, ну, это
труда много будет. Найдите такой плагин для Shopify, который сможет вам заменять изображение. А, Обратитесь просто к фрилансеру, к эксперту, к специалисту по Shopify и скажите: вот такая задача, вот такие товары стоят, вот такие фотографии стоят на страницах Shopify, мне нужны вот такие товары, вот такие вот фотографии, найди способ заменить. То есть для Shopify там же магазин, у них десятки тысяч приложений. Я уверен, есть уже готовое приложение для этого, для модификации фида, для настройки фида. Если нету, то куча фрилансеров, которые вам в автоматическом режиме все это помогут настроить. Так, дальше смотрим. Даніл. Вітаю, пане Ігор, вітаю. Чи є можливість смарт-компанії вимкнути сайти партнерів, або це зробити якось на рівні облікового запису, щоб всі компанії ніколи не показувалися на сайтах партнерах Google? На жаль, це неможливо, якби такої немає галочки вимкнути сайти партнерів, але є можливість зменшити в них показ через налаштування е, компанії. Тобто мінімізувати можливі сигнали для Гугла від цих партнерів, щоб він туди не оптимізувався. Так, Ігор, я є вашим учнем і маю результати по Google Shopping. Дякую вам за вашу працю. І вам дякую за фідбек, Ігор. Таке питання. 4 місяці працює компанія Feedonly, максимум конверсій. Зараз хочу зробити ще одну цільова рентабельність інвестицій. Скажіть, будь ласка, підтягне нова компанія показники спрощуючі? Не підтягне. Оптимізація йде по компанії. Нова компанія, нові дані. Треба прибирати ці продукти з компанії Фідонлі. Я б спочатку не робив цього, тому що велика вірогідність, що якщо ви запустите компанію на цільову рентабельність і буде мало даних, вона буде погано працювати. І існує ймовірність, що ви через деякий час вирішите її зупинити. То вам же краще, якщо у вас буде резервна компанія, яка буде підстраховувати весь цей час. Тому краще запускаємо паралельно, резервну не чіпаємо. Як тільки ми впевнені, що нова працює краще, ніж резервна, тоді можна прибирати. Отак. Тобто завжди у нас логика работы с Google Ads всегда такая. То есть у нас есть что-то, что очень хорошо, очень круто работает. И у нас возникает идея, а почему бы нам не попробовать что-то новое? Мы берем, создаем отдельно что-то новое, новую рекламную кампанию. Но сразу же возникает мысль: а из старой что-то уберем. Вот мы взяли какое-то ключевое слово, какой-то товар из старой, добавили ее в новую, из старой давай уберем. Нет, оставьте в старой. Пусть она будет резерв на всякий случай, потому что из всех гипотез, из всех тестов срабатывает в лучшем случае половина. И вот только тогда, когда новая отлично отработала и есть результаты, тогда уже убирайте из старой, но не сразу. Так, Павел. Google изменил отображение торговой выдачи, когда один и тот же товар группируется в одну вкладку. Отображается первый сайт, сайт производителя. Это точно не в пользу нереально конкурировать. Как можно выйти из ситуации? Ну, смотрите, Google не особо-то изменил. Есть же разные запросы. То есть, если вы запрашиваете, например, купить ноутбук Asus там ABVGD50, то Google покажет карточки этого конкретного ноутбука из разных магазинов. Но если вы или человек ищет э, ноутбук для учебы, то Google сгруппирует, точнее не сгруппирует, он покажет, не будет показывать одни и те же Asus ABVGD, он покажет один-два разных ноутбука Asus, один-два Acer, один-два Lenovo. Он подберет, чтобы задача Гугла показать людям разнообразную выдачу. То есть Google вас не пока... давайте так, ответ на первый вопрос. Google вашу карточку показал не из-за того, что он плохой и желает вам зла, конкретно вам, а потому что Google считает, что выдача должна быть разнообразна, и представителем каждой карточки, которую он решил показать по такому запросу, должен быть наиболее достойный с наивысшим рейтингом интернет-магазин. Вот, поэтому увеличивать релевантность своих товаров, увеличивать эффективность своего фида, работать над оптимизацией. Ну, не забывать, что у нас остаются продуктовые запросы, когда человек ищет конкретную модель, и там, конечно же, вы будете показываться. То есть все, опять же, упирается в оптимизацию. Так, Наргиза, добрый день. Вчера я настроила умную компанию на бизнес-профиль, но в кабинете статистика по-прежнему по нулям, хотя статус допущена.
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? Благодарю. Смотрите, Наргиза, есть в курсе по извините, по картам, есть блок, модуль, который называется «Траблшутинг и решение проблем». Там есть урок, нет показов, что делать. Вот там вот описаны, что как смотреть статистику, какие есть нюансы с умными компаниями, какие есть по ним, почему может не пойти, как запустить, если что. Отдельный урок полностью посвященный этому. Так, Анна, в мене неприємна ситуація. Реклама PMAX на лід-магніт працювала 9 місяців. Впало 1660 лідів, 90 з яких фейкові. Чи можуть це бути конкуренти? Вау! Це прямо дуже неприємна ситуація. 90%, 90% фейковых лидов. Это просто жесть. Но я с таким уже сталкивался. Скорее всего, это не конкуренты. Скорее всего, это происки Гугла. Точнее, даже не происки Гугла, а происки владельцев сайтов в контекстно-медийной сети Гугла, которые создают ботов для регистрации на сайтах рекламодателей, чтобы алгоритм Гугла еще больше показывал на их сайтах рекламу. Вот такая сложная логика. Тут поможет. И самый большой нюанс вот с этой проблемой, которую я, кстати, уже полгода хожу, везде рассказываю, все говорят, да, это не проблема. Вот таких сообщений будет появляться все больше и больше, когда человек говорит, у меня 90% фейковых лидов. Я просто общался недавно в Калифорнии, в США с крупными рекламодателями, все говорят, да, ну, типа, не особо это и проблема. Как бы, нас это пока не сильно трогает. Ну, вот пока не сильно трогает, скоро будет трогать всех. Скоро будет таких сообщений все больше и больше появляться. Потому что, как бы, это то, к чему мы идем из-за особенностей алгоритма Гугла. Анна, вам два совета. Совет первый– это подумать, как вы, ну, смотрите, те лиды, которые уже пришли, вы можете за них побороться с Гуглом, но это будет как горохом об стену. Можете написать Гуглу отчет, что вот пришли такие лиды, вот там, если вы сможете доказать, что это несуществующие почты, несуществующие телефоны там и так далее, то что-то он вам вернет, какие-то копейки, но немного. То есть попробовать можно, но как бы, скорее всего, они отморозятся. Но попробовать можно. Как бы претензию написать в техподдержку. И второй совет– в форму внедрить какую-то квалификацию лида еще на уровне формы. То есть если вы уже с таким столкнулись, вы должны отсеять таких ботов. Легко создать бота, когда у вас поле там имя, имейл. Когда у вас есть хоть какое-то дополнительное поле, там, не знаю, какой у вас тип бизнеса, какой у вас, если вы клиент, какой у вас тип дома, что угодно. Что угодно, что сделает боту сложнее заполнение формы. Какой-то радиобаттон выбор, какой-то выпадающий список, какое-то поле обязательно введите, что-то вот такое. Это первый вариант. Второй вариант называется пост-верификация. Но тут нужен программист. Когда делается скрипт, который отправляет информацию в конверсии в Google Ads только в том случае, когда конверсия проверена и верифицирована вами. То есть, грубо говоря, к вам за вчера прилетело 20 лидов. Вы их сегодня проверили. Вы обнаружили, что 18 не настоящие фейковые. Вы их как бы выбрасываете, а 2 настоящие. И вот об этих двух вы отправляете информацию в Google Ads. И Google Ads просто не видит оставшиеся 18. Он думает, что 2 лида пришло. Соответственно, алгоритм оптимизируется только под реальных лидов. То есть это прямо масштабы, с которыми вы сталкиваетесь, они будут требовать совсем другого подхода. Вот. Также я еще собираюсь, я думаю, на следующей неделе или через неделю у меня на YouTube-канале выйдет видео-интервью с Дмитрием из Калифорнии. Он разрабатывает SaaS-платформу, SaaS-продукт, который как раз будет бороться с фейковыми лидами. Поэтому как бы stay tuned, как говорится, на связи, и выйдет видео, там мы об этом как раз с Дмитрием поговорим. Дальше, Дэн.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, насколько важен правильный выбор категории товаров в Google для Performance Max? Важен, но не прям супер критично. Он, важно, просто важно. К примеру, я настраиваю фид, и нужно выбрать категорию крючки в эконом-панель. Крючки для розничных магазинов, на которых развешивают товар. Окей. ChatGPT каждый раз предлагает разные категории. То витрины, то стойки, то аксессуары. Как понять, что подойдет лучше? В таком случае нужна человеческая логика. Ну, я бы сказал, что это аксессуары до промысловых стеллажей. А еще можно посмотреть на сайтах конкурентов. Возможно, у них в коде сайта, если посмотреть код сайта, в коде сайта, возможно, категории будут прописаны для Гугла. Возможно. Светлана. Добрый вечер. Вопрос по центру. Интернет-магазин 26 тысяч товаров. Сид создан 2 месяца назад. Хорошо работал, но 2 недели назад его стали блокировать. Выдается ошибка. Товар не открывается, целевая страница не работает. Проверяли, ничего нерабочего не нашли. В Google Search Console все ок. Техподдержка Google сказала, что руками проверяли, все ок. Надо подавать апелляцию. После апелляции опять пишут, что ошибки. Как узнать? Смотрите, такая проблема обычно заключается в том, что ваш хостинг, необычно, давайте так, я сталкивался с подобными проблемами, когда хостинг некорректно обрабатывает ботов из некоторых стран. То есть у Гугла, они же бот Гугла может зайти с Ирландии, с Америки, с Сингапура, из Гонконга, из Австралии, откуда хочешь. А, И бывает ситуация, когда бот заходит, хостинг, на котором размещен сайт, не заходит по карточке товара, а хостинг не отдает никакой информации или тормозит. И Google решает, целевая страница не работает. На самом деле тут причина, заговариваюсь, извините. Тут выход один — продолжать писать модераторам техподдержки. Они рано или поздно поймут. Точнее, они не поймут. Они знают, на самом деле, что проблема у них. Но ваша задача им как бы заставить их действовать. Про модераторов Гугла можно отдельно снимать курс, как, как работать с модераторами Гугла и не сойти с ума. Они знают, что эти проблемы существуют, но нужно заставить их действовать. Что вот я подаю апелляцию, вот ответ, вот неуспешно, вот подал. Просто факты изложить. Факт один. У меня была проблема. Факт два. Я подал апелляцию. Факт 3. Апелляция неуспешна. Я написала вам. Вы сказали, все окей. Я подал опять апелляцию. Апелляция опять неуспешна. Вот, предпримите. Они рано или поздно вручную просто это сделают. И все будет окей. Так, Сергей. В разных регионах Украины разный спрос на услугу постройки бани. Нужно ли оставить менее активные регионы в списке целевые регионы? Или лучше их удалить? Ну, тут вопрос вашей стратегии бизнеса. То есть, если у меня стратегия бизнеса, смотрите, создавая бизнес, запуская его в рекламу, я себе в голове создаю видение. То есть, или, например, я хочу быть монополистом в Киевской области и просто так номер один решением по бане в Киевской области. Я все делаю для этого, я вытягиваю как бы максимум клиентов, все остальные области игнорирую. Или я хочу быть, например, в принципе там м, всеукраинским поставщиком, что у вас там, бани, для постройки бани. В таком случае, естественно, я ориентируюсь на разные области, не делаю никаких УТП. Или я хочу быть рекламодателем, который основывается на данных, который идет туда, где выгоднее идти. В таком случае я запускаю рекламу на всю страну, смотрю, где стоимость лида выше, где ниже. Дальше, ага, вот в этих, например, 5 областях стоимость лида ниже, мне там выгоднее работать. Я беру, на них работаю, остальные пока не трогаю. На эти 5, например, я уже понял, что процент полученных показов у меня высокий, конверсии идут, все хорошо, все прекрасно, надо масштабироваться. Но как бы масштабироваться ключевыми словами некуда, потому что я уже достиг максимума процента полученных показов. Я начинаю потихоньку новые области подключать. Вот, это если подход основанный на данных. Так, Василь, мені 72 роки, цим все сказано. Найняв людину, щоб налаштувала відстеження конверсій на сайті BioAlpha. Місяць пройшов, так само. Кількість дзвінків трохи збільшилась.
Кількість кліків трохи збільшилась, дзвінків 0, продажів 0. Дивіться, Василь, у вашому запитанні, крім того, що у вас 72 роки, я жодної інформації про вашу рекламу не отримав. Який тип реклами ви запускали, на які ключові слова, на які були налаштування, які аудиторії, нічого, взагалі нуль. Тобто, щоб мені відповісти на ваше питання, мені потрібно розуміти, а що робилося. Не розумію. Далі. Але я зайшов на ваш сайт і вже бачу, якби в чому проблема. От дивіться, я заходжу на сайт з біологічно активними добавками. І дивіться на цей скріншот. Цей скріншот згенерований AI, в ньому замість літер іерогліфи. Чи буду я далі дивитись сайт, де навіть товар згенеровано чимось, що це не читабельно, це просто іерогліфи. Дивлюсь далі. Мені пропонують купити капсули, якісь капсули з кардицепсом, де на китайській мові написані іерогліфи. Дивіться, я нормально відношуся до китайських товарів і до будь-яких, і там до американських товарів, але скажу так, вживати пігулки, які зроблені в Китаї, я не стану особисто. От, якби, все може бути, можуть бути хороші товари, можуть бути отличні БАДы, но я лично не стану употреблять БАД, на котором написано китайскими иероглифами что-то. Какие-то вот у меня такие предостережения, я не знаю. Вот напишите сейчас, вот, друзья, кто смотрит вебинар, вот стали бы вы глотать, применять БАДы, где вот вместо картинки написаны иероглифы, на баночках написаны иероглифы, в смысле вообще нечитаемые какие-то, то есть на баночках написаны китайские иероглифы, и дальше вот я вижу какой-то товар, кардицепс, во-первых, на этом товаре фотография, видимо, вас, Василий, то есть это БАД с вашей фотографией, под фотографией написано Music, Jokes and Stories, музыка, шутки и истории, и вот я теперь запускаю просто вот вместо фотографий товаров тут видео, запускаю видео. То есть это сгенерировано искусственным интеллектом, наверное, или сгенерировано ИИ, или очень скучный диктор, который с неправильным ударением говорит капсулы с мицелием, кардицепсус, тяньшие формула. Я бы не стал это принимать вообще ни в какую. То есть я вижу, что это абсолютно непонятный товар, и он стоит там 1800 гривен. Я не знаю цены, какие сейчас. Давайте так, чисто интересно. Кардицепс Украина. 1800 ваши. Вот я захожу на Биотус. Биотус это прям сайт, который прям топ. 1200 гривен, 800, 600, 900. То есть, что я вижу? Я вижу дороже, я вижу непонятное товар из Китая, я вижу сгенерированные искусственным интеллектом голосы какие-то, я вижу чей-то видео с чьего-то персонального канала про музыку, шутки, истории, и все. Однозначно нет. 100% нет, я бы не заказал. Я лично. И вот, как видим, зрители тоже не заказали бы вебинары. Вы работаете в нише здоровья. Ниша здоровья – самая чувствительная ниша. Ниша здоровья – все будет зависеть не от рекламы, а от того, как вы на доверие людям сыграете. И, чтобы заставить человека внутрь себя какую-то капсулку китайскую, непонятно какую, вставить, нужно ему, прям очень детально рассказать, почему ему стоит заплатить дороже. То есть, смотрите, я захожу, я мыслю, так, у меня альтернатива. Купить на Биотусе, который я знаю уже там 10 лет, и это реально крутой магазин. Купить на Биотусе за 1000 гривен витамины
например, от Solgar или от мирового бренда, у которого контроль качества, у которого контроль эффективности, у них купить за 1000 гривен, или купить за 1800 гривен, почти в 2 раза дороже, на неизвестном мне сайте, который я первый раз в жизни вижу, от неизвестного мне китайского бренда, который я не знаю, что туда добавить, в принципе, вообще не знаю, что там. Еще и на сайте куча триггеров, которые мне говорят «беги». Поэтому тут я бы вам рекомендовал полностью пересмотреть подход. Дело не в рекламе, скорее всего. А, Как показывает практика других учеников, лучший способ понять, что не так с сайтом, это выложить у нас в чате учеников, там 1500 специалистов, выложить в чате учеников и по-доброму попросить: ребят, помогите, пожалуйста, подскажите с миру по нитке, с каждого по совету, чтобы вы исправили. А еще лучше строить вопрос так, чтобы вытягивать из людей правильные ответы. Потому что если вопрос построен, что вам не нравится, они там напишут, а вопрос нужно строить правильно, написать. Если бы вам нужно было бы заказать БАДы для увеличения, там, не знаю, интеллекта, стали бы вы заказывать на этом сайте? Если нет, то почему? Тогда вы своим вопросом ставите человека в позицию заказчика, и он вам дает рекомендации с позиции заказчика. Вот. Но тут однозначно как бы триггеров недоверия намного больше, чем триггеров доверия, поэтому с сайтом работать. Так, Юрий, как лучше в контексте рекламировать платные консультации онлайн-психолога из Киева по всему миру? Бюджет небольшой. Платные консультации онлайн-психолога из Киева по всему миру, бюджет небольшой. Но это прям задача, давайте думать вместе. А какие у нас есть альтернативы? Ну, во-первых, по всему миру и бюджет небольшой – это сразу разные вещи. Раз бюджет небольшой, убираем по всему миру. Нам нужен локальный таргетинг тогда. На город. На страну можно, лучше на город. Давайте так, как я мыслю? Я психолог, я сижу в Киеве, могу консультировать по всей планете. Я могу запустить рекламу по Киеву. Но таких, как я, психологов из Киева, консультирующих киевлян, сотни. И стоимость клика будет довольно высока. Окей, не подходит. А что если, я сейчас гипотеза, я не знаю ответ. А что если я попробую найти э, людей, которым я могу помочь, но живущих в местах, где психологи из Киева не конкурируют? Например, там, не знаю, иммигранты наши в Таиланде, на Гоа, на Бали, в Америке, в Канаде, в Британии. Что если я настрою рекламу на Британию, а, на тех, кто ищет психолога? Теперь смотрите, мыслим. Иммигрант уехал, ему плохо, у него депрессия, он ищет психолога. Скорее всего, он а, не не будет искать, ну, вот смотрите, я там, например, переехал во Францию, я не буду искать франкоговорящего психолога. Мне нужен человек, чтобы на моем языке со мной поговорил. Я буду искать, скорее всего, своего какого-то психолога. Там, психолог онлайн, может, даже психолог онлайн Киев напишу, чтобы найти кого-то из Киева. Вот. Это первый нюанс. То есть я бы смотрел на вашем месте на иммигрантов. Там будет намного меньше конкуренции, особенно если вы выберете русский и украинский языки, намного меньше конкуренции. Дальше. Второй момент. Я бы смотрел на какие-то специфические проблемы. То есть проблемы психолога, связанных с иммиграцией, проблемы психолога, связанные с м, депрессией. То есть я бы копал, я бы даже, знаете, позиционирование так. То есть, возможно, вот в этом вот недостатке бюджета вы сможете найти свой достаток позиционирования. Вы не можете, ну, конкурировать в Киеве нет смысла, в Украине там их сотни будет. А вот действительно подумать, там, и это, кстати, круто звучит, психолог для иммигрантов, психолог для экспатов, потому что у многих людей возникают такие проблемы, и они не знают, как их решить. Разные. Депрессия, ничего не хочется делать, какая-то возникает тоска,
желания там непонятные. Вот, пожалуйста. Поэтому я бы вам рекомендовал. Смотрите, что вы еще сможете сделать. Вы, выбрав какой-то, я бы рекомендовал изначально таргетинг область какая-то, например, там Торонто и округа, Лондон и округа, Нью-Йорк и округа. Я бы вообще делал объявление вида типа твой, сейчас как-то, чтобы в одной фразе было вот это вот соединение, что типа твой психолог, надо поработать с объявлениями, подумать. То есть, смотрите, моя логика какая, что если в объявлении будет написано, например, я живу в Нью-Йорке, допустим, и я захожу и читаю объявление, там ищу там, что делать с депрессией, там, не знаю. Читаю объявление, э, переехали в Нью-Йорк и боретесь с депрессией, онлайн-психолог из Киева поможет вам. Что-то такое. Это я сейчас очень быстро из головы просто накидал. На самом деле, смотрите сразу, какой триггер срабатывает. Человек такой, офигеть, прямо для меня. Кликает, уже дальше читает. И нужно сильную посадочную страничку, где вы опишете, что вы прямо вот все проблемы иммигрантов знаете, прям от и до. Это как идея, снова же таки. Так, Вадим, у нас топ-10 позиций, на которые мы тратим деньги, 8 из которых не получаем лидов. Их убрать из рекламы или что? У нас топ-10 позиций, на которые мы тратим деньги. 8, на которых мы... Что значит топ-10? Топ-10 выдачи органической или? У нас наверное, топ-10 позиций в товарной рекламе, на которые идут деньги. На 8 никто ничего не заказывает. Смотрите, моя логика тут такая. Если я вижу, что по какой-то услуге или товару, вот у меня есть средняя цена лида, например, $10 пусть будет. Я вижу, что какой-то товар или услуга уже истратил двух, а лучше трехкратную граничную стоимость лида, вот я сказал, не больше там 10, там, ладно, $15 с натяжкой на лид. А он уже потратил 45 и ничего не продал. Можно убирать. Но если речь идет о каких-то сложных товарах, для которых Гуглу сложно, и если речь идет только о запуске первоначальном, то бывают такие ситуации, когда Google в процессе поиска целевой аудитории просто ему нужно какое-то время. И это время пройдет, все будет. Тут сложно сказать. Сделайте тест, отключите на какое-то время, потом, то есть тут у меня больше вопросов к тому, в чем проблема, чем ответов на них. Сделайте тест. Так, добрый вечер. У меня есть задача продать 500 аккумуляторных газонокосилок одной модели через Google Ads с мая по сентябрь. Так, продать 500 газонокосилок одной модели с мая по сентябрь. Чек 5000 гривен. Бюджет не ограничен, но максимум 50 гривен, 500 гривен за литр. Украина. Это реально вообще? Какие, возможно, способы PMAX на один товар? Можно и PMAX на один товар или поисковая, но Google, он больше ориентирован на массовую продажу, особенно шопинг, а не на продажу одного товара. Кейсы. Были подобные кейсы с планшетами? Давайте я вам расскажу этот кейс про планшеты, а вы подумайте, как его дальше на свидание тянуть. Значит, кейс. а, э, Блин, когда же это было? Это, наверное, 2017 год где-то был. Мне товарищ пишет, говорит, нашел какой-то дико дешевый планшет в Китае, давай закажем. В общем, мы заказываем там несколько десятков тысяч долларов, целый этот контейнер этих планшетов одной модели. Приезжают планшеты нормального качества, пробуем продавать, никто их не покупает. Ну, то есть пробуем, как обычно мы привыкли. Страничку делаем в интернет-магазине, продажа планшетов, все, никому оно не надо. Потому что как бы люди сравнивают. А этот открывают и другой, тут известно, тут неизвестно. А там бренд какой-то, то есть качественные планшеты с неизвестным брендом. Что в итоге сделали? Как мы продали всю партию? Мы
взяли и вместо подхода интернет-магазин одного товара сделали подход лендинг одного товара. То есть мы поняли, что эти планшеты могут покупать для просмотра фильмов, для детей, типа для обучения, там, языков и так далее, и для чтения книг. Вот, фильмы, книги для детей. Создали 3 лендинга. Первый лендинг. Какой у нас крутой планшет для учебы. То есть мы вообще только в самом конце технические особенности. Значит, самое начало лендинга, что ребенок там может скачать. Вот такое. Еще фишка. Мы эти планшеты обещали людям, что в этот планшет будет закачан изначально набор бесплатных образований. Ну, то есть мы потратили день, нашли в Android-маркете, в Play-маркете все программы, которые бесплатные для изучения языков, изучения алфавита, изучения рисования, письма, там физика снова. То есть мы говорили, мы вам 100 бесплатно прох сюда закачиваем. Был акцент на людей технически еще неграмотных, которые, ну, реально, огромная часть людей, им сложно. Вот они купили девайс, что с ним делать, что с ним скачать. А мы говорили, у тебя девайс фактически ты покупаешь, даешь ребенку. Кстати, я вот сейчас думаю, мне бы кто-то такое сейчас продал, чтобы просто купить, дать ребенку и сказать, занимайся, там все проверено, и он занимается. Самому же приходится устанавливать все эти игры, программы. А тут мы говорим, 100 предварительно по папочкам рассортировано, изучение языков, изучение цифр, изучение букв, изучение звуков и так далее. И длинный лендинг, что ваш ребенок может учиться этому, 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 как прекрасно. То есть вот все по модели, что мы предлагаем, почему у нас, все подробно, возврат возможен, все там, гарантия расширена. И в конце вот технические характеристики, одна большая кнопка «Заказать». Заказы сыпались. Значит, второй был планшет для просмотра фильма. Там мы говорили, что мы устанавливаем на этот планшет основные программы для файлов, для просмотра файлов. Плюс мы сюда закачиваем IPTV-плеер и даем тебе плейлист бесплатных IPTV-каналов, транслирующих эфирное телевидение. Плюс мы тебе даем сайты, где можно смотреть фильмы и торренты. Все туда встроено, туда скачал, нажимаешь, он открывается. Сайты вынесли сразу. И то же самое. Как круто смотреть фильмы, как ля-ля-ля, в путешествиях, в дороге, там, в поезде, в троллейбусе, где угодно. Такой же логин. Вот. В чем было, на что был акцент? На то, чтобы люди не сравнивали, ой, а какой лучше, а какой хуже, а какой бренд, а какая мощность у этого, а чтобы человек, долистав до конца, уже хотел его купить. Дальше запустили Facebook рекламу и поисковую рекламу. Сработала лучше всего, сразу говорю, Facebook реклама. Для такой специфической узкой задачи лучше всего сработает Facebook реклама, потому что она на вау, на эмоцию. Ой, как прикольно. Листал, и тут какой-то ролик говорит, что у тебя там супер планшет для ребенка. Лучше всего в нашем случае, я думаю, в вашем сработает Facebook реклама. Вот. Вот так. Поэтому, да, продавайте не как товар в интернет-магазине, а как что-то уникальное. То есть, если это газонокосилка, я не знаю, какие проблемы у косящих траву. Ну, может, добавьте к ней, то есть сделайте из нее решение проблемы. Сейчас это тупо товар, так же, как планшет, да, тупо товар. А мы сделали из товара решение проблемы, обучение ребенка, просмотра фильма. Сделайте из газонокосилки, не знаю, какая может быть проблема. Ну, не кошеная трава, ясно, некрасивый газон. Добавьте к ней какой-то там красивый фертилайзер, красивые семена какого-то бренда и скажите, что это бандл свежий газон. Ну, это я так просто накидываю идею. То есть ваша задача превратить это из товара в решение проблемы в эмоцию. Чтобы человек такой, блин, как я жизнь прожил без этой газонокосилки. И чтобы он даже не думал полезть. Вот смотрите, как с планшетами были. Он, читая Ленин, заражается этой идеей, что он купит сейчас планшет, а по 800 гривен мы их продавали. Это очень дешево было. Ну, тогда, хотя 800 гривен это были большие деньги, это было почти, наверное, не знаю, чуть ли не $100. Нет, чуть меньше, наверное, долларов 60-70. Но человек думает, сейчас я заплачу, и пойду и сразу же отдам ребенку, ничего не нужно больше делать. Вот. Поэтому подумайте, как сделать из простой газонокосилки крутое впечатление, крутую эмоцию, крутое решение проблемы. Так, Варвара, какой формат рекламы в Google Ads наиболее эффективен для онлайн-трансформационного курса? Для онлайн-трансформационного курса наиболее эффективна реклама в YouTube InStream, когда вы призываете к медленной конверсии. Это вот реклама, которую вы наверняка мою видели. Если тебе интересна тема Google Ads, моя реклама
иногда начинается так. Если тебе не интересна тема Google Ads, просто пропускай это видео. Если тебе интересно, регистрируйся на вебинар, мы с тобой обсудим. Вот такое. Вот для курсов лучше всего такая реклама работает. Так, и на вопросы из чата. Теперь, ой, сори, я, по-моему, еще два вопроса пропустил там. Сейчас я видел, там были два вопроса, а я их... Он момент. Да. Почти 2 месяца мучаюсь с запуском кампании на картах. Каждый раз после недели работы алгоритм всегда начинает показывать на сайтах партнеров. Хотя изначально 100% стоит на посещении физического магазина. Уже 3 раза менял компании. Запуск всегда провожу, используя ссылку, которую вы нам давали на курсе. Смотрите, с партнерами в смарт-компании ситуация такая. Google начинает показывать вас правильно на картах. Google понимает, что вы более эффективны на картах. Потом какой-то бот или какой-то клик с сайтов партнеров сбивает Google и начинается показ там. Скорее всего, проблема в какой-то определенной географии. То есть как бы я решил эту проблему? Например, я там показываю сейчас рекламу на весь там город или только район. Я бы, первый шаг, например, показываю рекламу, пусть будет на весь Лондон. Шаг первый. Вместо одной кампании на весь Лондон я создаю 8 рекламных кампаний на район Лондона. Вест Лондон, Кингстон. 8 рекламных кампаний, каждая компания на отдельный район Лондона. Вы увидите, что через 2-3 недели большинство из них показывают только на картах, а несколько из них, например, пусть будет на центральный Лондон, самая большая, вылетает опять в контекстном медийности. Вы берете эту компанию «Центральный Лондон», разделяете ее уже или по улицам, или по посткодам. Еще там на 5, 6, 7, 8 компаний. Одно разделение. И вы со временем выкристаллизуете, в каких географиях, в каких локациях идет этот сбой. И просто не рекламироваться там, рекламироваться вокруг. То есть вот такой вот подход. Так, окей. И еще вопрос. У меня уже достаточно давно настроены теги отслеживания конверсии. Но пока еще все компании веду на оптимизированную стоимость клика. Советуете ли переходить на стоимость конверсии? А, Если вопрос касается рекламы на картах посещения магазина, то там, э, не, наверное, да, он не касается. Я бы не понял просто, что имеется в виду конверсия, раз на сайте. Наверное, какой-то звонок, да? Или какая-то форма заполнения. Давайте так, если у вас есть стабильный поток конверсий десятками, эти конверсии там в день десяток есть, то можете переходить на стоимость конверсии. Но если у вас там 10 конверсий в месяц или одна в неделю, то я бы пока не переходил. Так, добрий день, пане Ігор. Чи є можливість Performance Max компанії зробити оптимізацію так, щоб вона показувалася на картах та в пошуку, але не в YouTube Gmail? Або як зробити так оголошення, щоб в Ютубі та в пошті ніхто навіть не клікав по рекламі, щоб там був жахливий CTR, і щоб люди клікали тільки в картах та пошуку? Рекламу по Mac ще ніколи не запускав. Ну, в принципі, Даніл, от минула відповідь, що я вам дав, робіть по гео та спостерігайте. Але от такої кнопочки немає там прибрати. Так, все. В форме ответил, перехожу к чатику. Сергей, предоставление услуг. Стоимость конверсии, звонок, чат, $50. Для бизнеса нужно хотя бы 30-40 конверсий в день. Стоимость услуг не покрывает такие колоссальные затраты. А вопрос? Стоимость услуг не покрывает такие колоссальные затраты. То есть $50, правильно я понимаю вопрос, $50 непозволительная стоимость для данного бизнеса, стоимость конверсии. А, Если вопрос из разряда глобального вопроса, искать каналы рекламы, компаний, в которых цена конверсия будет ниже, или оптимизировать существующие. Пробовать разные каналы. Пробовать и поисковую, и Performance Max, и Demand Gen компанию, и Facebook попробовать рекламу. Разные компании, где вы найдете удовлетворительно. Потому что очень часто я сталкиваюсь с бизнесом, который говорит, поисковая реклама в Google плохая. Говорю, почему она плохая? Потому что они нам дают лиды по $50, а мы не можем себе позволить по $50.
Я говорю, ну попробуйте в Facebook. Они приходят, говорят, там по $100 лиды. Я говорю, ну попробуйте в Reddit. Там по 150. Ну попробуйте в LinkedIn. Там по $200 лиды. Я говорю, так проблема не в том, что Google плохой и дорогие лиды дает, а проблема в том, что ваш бизнес не настроен для работы через холодные каналы рекламы, такие, как мы до этого перечислили. Скорее всего, в вашем бизнесе недостаточно налажена воронка от конверсии до оплаты. Скорее всего, у вас есть, ну, то есть, скорее всего, в конкурентной среде конкурент, почему такая дорогая цена заявки? Потому что ваши конкуренты могут платить за рекламу больше, чем вы. Точка. Аукцион рекламы основан на конкуренции. Если в этой нише конкуренты позволяют платить больше, чем вы, повышать ставки, повышать целевую цену на конверсию, это означает, что вы просто проиграете в этой войне. Нужно что? Начать с того, что анализировать посадочные конкурентов, воронки конкурентов, э, пути увеличения среднего чека конкурентов, а потом все остальное. Вот. Вот так. Михаил, в одном аккаунте было 176 фейковых заказов за сутки. Офигеть. Ну вот то, о чем мы говорили, что это проблема, которая скоро коснется каждого. Подскажите, пожалуйста, цена за клик планировщика слов актуальна для торговой? Она только для поисковой. Для торговой она, скажу так, в общих чертах примерно актуальна, но не прям четко. Она для поисковой. Как правильно? То есть для торговой можно смотреть соотношение, как в разных регионах, разных странах, по разным ключам, что вот, ага, тут в 2 раза больше. То есть если вы видите, что по какому-то ключу в 2 раза больше ставка в поисковой рекламе, в планировщике, то, скорее всего, в торговой тоже в 2 раза больше. Как правильно понять свою аудиторию? Сейчас во время кризиса люди покупают намного старше, чем раньше, и потому много пустых кликов. Есть ли какие-то инструменты анализа? На самом деле, вот сколько, я не знаю, я, может, покажусь каким-то таким олдскулом, сколько я не сталкивался с сервисами анализа своей аудитории, но лучшие инсайты по анализу аудитории я получал тогда, когда владелец бизнеса общался со своей целевой. Ну, вот, например, лучшие инсайты для улучшения курсов про рекламу Google Ads я получаю на таких сессиях вопрос-ответ. Вот вы мне даете самое лучшее понимание с моей целевой аудитории, как мне улучшать курсы, как мне улучшать бизнес. Вы мне даете во время таких прямых эфиров. И любому владельцу проекта бизнеса я говорю, лучший способ понять свою целевую аудиторию – это с ней общаться. Послушать звонки, поговорить, пойти, обсудить. Вот эти все сервисы, инструменты, там, которые тебе рисуют там, красивые срезы, что вот половозрастная структура, вот тебе интересы их, вот тебе то. Ну, оно как бы в общих чертах, общими мазками. Ничего лучше, чем общаться со своей аудиторией, я не встречал. Так, Светлана, Игорь, спасибо большое за ваш труд. Пожалуйста, Светлана, с удовольствием следила за вашей поездкой в Америку. Спасибо, мне приятно, Светлана. Не поделитесь впечатлениями от поездки. Пару слов о конференции. Да, действительно, я только недавно приехал из Силиконовой долины, Силикон Валли, Кремниевая долина, если правильно ее называть. И там имел очень много встреч и с сотрудниками Гугла, и с компаниями многими, с инвесторами. У меня у самого интерес инвестировать в стартапы там, поэтому это такой микс поездок был. Вот, общее впечатление, Google. То есть после прошлой поездки, когда я приехал из Америки и общался там с ребятами в середине Гугла, если кто помнит, я тогда вебинар сделал и говорю, что Google уже не тот, что был, что у них во всех внутренних показателях фигурирует больше стоимость компании Google, чем удовлетворенность покупателей, то сейчас я как бы вот общаюсь тоже с ребятами из Гугла, слышу, что как бы основная задача доить рекламодателей. Все довольно-таки неприятно для тех рекламодателей, которые, вы знаете, нажал кнопочку и забыл. Постоянно нужно искать какие-то обходные пути, постоянно нужно искать какие-то дополнения. Ну, мы с вами вместе можем с этим справляться. А кто не может, то из тех Google будет просто выдаивать деньги. А в целом впечатления очень крутые, инвестиционный климат крутой, и в принципе как бы то, куда... самая интересная штука, которая я
давно уже интересуюсь темой искусственного интеллекта. Мы уже у нас в бизнесе это применяем очень глубоко. Все движки искусственного интеллекта, все топовые 6. Там, то есть не только чат GPT, еще и Grok от Твиттера, еще и DeepSeek китайский, Claude, Perplexity и кто там пятый? Вот Perplexity, он у меня на телефоне все установлено. И Gemini от Гугла. Вот, но там еще как бы больше прозрел, насколько, в каких масштабах там это ребята применяют. Буду с вами тоже делиться. Я себе множество заметок сделал. Будем на связи по этому поводу. Так, Михаил, как бы вы организовали рекламную кампанию, если товаров много, но почти все делятся на сезонность, которые нужно включать, выключать с периодичностью 2-4 месяца, 2-3 месяца? Э, В отдельной компании те товары, которые работают в одно время. То есть, например, есть товары февраль-март в отдельную компанию, апрель-май в отдельную, июнь-июль в отдельную. Я бы так делал. Не наблюдали ли вы ситуацию, когда добавляете минус слова, но увеличивается ставка за клик и меньше показов? Да, смотрите. Математика. Есть два запроса. Не знаю. Первый запрос. Психолог Киев. $10 за клик. Второй запрос. Психолог Киев бесплатно. $1 за клик. $10 за клик, $1 за клик. Без ключевых слов. У нас, например, 10 кликов по $10 и 10 кликов, давайте 5,5. 5 по $10, 5 по доллару. $55 потратили, средняя 5,5. Получили получили 10 кликов, средняя цена 5,5. Удалили минус слова бесплатно. Запрос по доллару отпал. Остался 10-долларовый. Те же уже 10 кликов. По $10 будет 100, средняя цена 10. А было 5,5. Ну, логично. Математика. Так, Амар, зареєстрував свій перший мерчант, центр вручну додав один товар. Його підтвердили все ок. Але пройшов тиждень, 0 показів із фрілістінг. Що я міг не заповнити? Рекламу ще не запускав. Дивіться, не варто вважати фрілістинг якоюсь панацеєю. У дуже багатьох людей завищене очікування, що я зараз додам себе в Google, у мене безкоштовні покази будуть у фрілістингу. Ні. По-перше, коли у вас інтернет-магазин, тобто Google, він не дурень. Він додає фрілістинг в якості такого собі цукерочки для рекламодавців, у яких гарно структуровані товари, де Google бачить, що людям корисно отримувати у видачі по порівнянню товарів ці товари. Не чекайте фрілістингу для одного товару, запускайте рекламу і додавайте інші товари. Так. Silverland Ukraine. Можно ли в PMAX менять ассортимент товаров полностью в плане количества товаров? Тематика в целом одна. Например, рекламировала 600 штук, затем оставила 100, хочу вернуть 500. Можно. Ну, могло же быть, что у вас поставщик затянул, у вас 100 ушло не в наличие, потом пришло в наличие. Могло быть. Можно. Подскажите, как правильно прорабатывать семантику для услуг по ремонту техники? По болям. Ну, то есть один и тот же, не так. Человек может ремонтировать телефон, потому что он его разбил, потому что он у него не звонит, потому что у него не слышно, засорился микрофон. Прорабатываете все возможные проблемы, которые возникают у людей, связанные с техникой. И в первую очередь начинайте с самого популярного. Сломался телефон, разбился телефон, починить телефон, починить экран, заменить микрофон, заменить камеру, разблокировать. Потом уже с болью. Так, для стратегии ценность конверсии 300 в день. Этого достаточно или мало? Не знаю. Или от какого минимум бюджета в день подойдет? От бюджета 3000 гривен, 300 гривен подойдет. Стоп. Ценность конверсии задается в процентах, не в гривнах. Ценность конверсии– это ваша прибыль на потраченные средства. Это вот целевая цена за конверсию 300 гривен, да. Так. Начните зачем гадать, много, мало, работать, не работает. Начните с максимальная ценность конверсии, посмотрите пару дней, перейдите на ценности, все. Так, так, Михаил, если у конкурентов хорошо проработана торговая, как мне влиться в рынок? Больше вкладывать денег и ждать отдачи или все же больше вкладываться в оптимизацию, улучшать сайт в целом? Я бы все-таки
начал не с массового подхода деньгами закидать, а с узкой оптимизации. Взять одну категорию и проработать ее идеально. Поверьте, в каждой категории товаров можно найти то, что пользователей, ну, прямо там вымыкает, им непонятно, им на большинстве магазинов нет ответа. Последнее, что я искал телевизор небольшой, в комнату маленький телевизор на Амазоне, и там не было, в тех, что мне понравилось, не было написано, есть ли там HDMI. И я, блин, лазил, искал, есть, нету там HDMI. То есть, видите, вот найдите, где парятся ваши клиенты в этой аудитории, в этой нише, и э, сделайте так, чтобы они не парились у вас на сайте, и у вас будет все круто. То есть я бы с оптимизацией по отдельным узким. Вы лично видите пользу искусственного интеллекта в рекламе или старый Google вам больше нравится? Мне лично старый Google. Ну, я олдскульный, мне старый нравится. Прямо очень нравился. Старого уже нету. Но, знаете, есть у всех процессов такой переходной период. Вот старый Google мне нравился больше. Сейчас Google старается перейти на искусственный интеллект. У него это получается не лучшим способом, я бы сказал. Но я уверен, когда этот переход завершится, будет интересней. Потому что если раньше управление рекламой это было нужная галочка в нужном месте, правильно настроить, правильно скомпоновать, подобрать цифры, оптимизировать. То есть это были такие, вот как игра с калькулятором. Сейчас это вообще игра в угадай мелодию, закрыл глаза и надейся, что Google не сольет твои деньги. А в будущем это будет, когда Google сможет адаптировать искусственный интеллект полноценно, это будет уже такая интеллектуальная война. Как наилучшим образом, потому что вся реклама борется за что? За удовлетворение э, потребностей клиента, чтобы он заплатил деньги. И часто стоимость не настолько важна. Пример очень вот хороший. Я как вот вроде человек, да, понимающий рынок, понимающий бизнес. Я в Британии 3 года менял резину на СТО, э, ну, то есть ближайших, ну, я каждый раз на разном менял, летнюю, зимнюю, 6 раз менял. Все время мне не нравилось. Цена там была 30-40 фунтов, что-то такое. Они там что-то, они надеялись ценой меня победить, там, а давайте мы вам дешевле сделаем, звонили, вам же пора опять резину менять. Ужасно было, каждый раз ужасно. И тут я нашел человека, он из Латвии, он приезжает к тебе домой. Причем я знал, что мобильный шиномонтаж существует, но я не додумал. Я увидел его рекламу. Он приезжает к тебе домой и за 120 фунтов, в 3 раза дороже, чем любой другой, меняет, и он по-человечески тебе объясняет. Говорит, смотри, у тебя тут вот эти вот прошлые поставили 8 грузиков на одно место, так вообще... То есть он тебе говорит, что, как бы, за что ты платишь. Все, нет вопросов. Я в 3 раза больше, и я с удовольствием буду его теперь всегда заказывать, несмотря на то, что его цена в 3 раза больше. Вот вам классический пример. Он решил мою проблему настолько качественно, он приехал ко мне домой, объяснил, показал, какие у меня дефекты на резине, как он эти дефекты сейчас на месте починит, как он качественно сделан, как он не перегружал там при балансировке. Все это рассказал, показал. Все, я готов платить в 3 раза больше, и ваши клиенты готовы платить в 3 раза больше. Найдите, что их беспокоит. Так, добрый день, подскажите, мой коллега, имея один и тот же товар, платит за клик меньше, чем я. Автодиагностика. От чего зависит? От показателя, от рейтинга объявления. Рейтинг зависит от качества и от ставки. Качество зависит от CTR, целевой страницы объявления. Все в курсе есть магия Google. Аккаунт полностью нулевой, одна группа, на удачи не было. С обычной торговой, начните с обычной торговой. Мой руководитель требует давать на сайт товар, который нет в наличии, для того, чтобы проверить спрос. Мне это не нравится. Что бы вы сказали? Ну, смотрите, добавить товар, которого нет в наличии, можно. Почему нет? Ну, добавляйте, конечно. Вопрос другой. Если руководитель хочет запустить его в рекламу, нюанс. В какую рекламу? Если он хочет запустить в рекламу шопинг, то вы получите отклонение фида за то, что товара нет в наличии. Если он добавит это в поисковую рекламу, то вы просто сольете деньги. Потому что, ну, смотрите, окей. Вариант первый. Люди заходят, видят нет наличия, уходят. Вы сливаете деньги. Возможно, ситуация следующая. Вы пишете, что этот товар есть в наличии на сайте,
и позволяете людям его регистрировать. А потом менеджер звонит и уже решает с людьми в индивидуальном порядке. В таком случае этот тест возможен. То есть так нормально. Ну вот я сижу, я думаю, мне сейчас заказывать партию, там, не знаю, ноутбуков из Китая или откуда-то еще, или давай проверим тест. Давай. Товар ставим на сайт, ставим его в наличии, запускаем на него рекламу, меряем количество заявок, сколько мы денег потратили, ну а менеджеры пусть расхлебывают, пусть звонят клиенту, говорят, вы знаете, извините, но только что пропало. Всем известны такие ситуации. Но добавлять товар и писать нет наличия, нет, так нельзя. Кстати, в другом аккаунте использовать оптимизацию эффективно значительно выше. Класс. Михаил, спасибо. Вот такой финальный комментарий. Спасибо вам большое. Сразу же улыбку мне дали за то, что сразу благодарность вам за отзыв. Класс. Потому что, когда вы что-то оптимизируете, что-то делаете, оно всегда работает лучше, чем не оптимизировано. Особенно по курсу. Окей, друзья. Увидимся в следующем вебинаре «Вопрос-ответ». На связи. Высоких... Вот так, еще один вопрос прилетел. На одно имя одного человека можно иметь два? Можно. 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 Все можно. Все. Друзья, рад был вас видеть. До новых встреч. До связи. Скоро увидимся. Пока.